Киев подарил Крым США, предложив руководству НАТО задействовать для проведения своих операций небо над полуостровом. Украина предложила НАТО использовать воздушное пространство Крыма для своих целей. Об этом заявил украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий во время переговоров с заместителем генсекретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером. Мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов и тому подобное. Надеемся на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией, Заявил Криклий. Власти США никогда не решатся на подобный шаг. Если территория РФ будет использоваться какими-то посторонними войсками без согласия Москвы, то, соответственно, немедленно начнут работать системы ПВО, поэтому эти красивые заявления ничего общего с реалиями не имеют. Это призыв к провокации, на которую американцы не пойдут. Если украинская сторона предлагает использовать воздушное пространство над Крымом Соединенным Штатам, то, может быть, она сама на своих самолетах сначала какой-то пример покажет. Подобное невозможно представить. В том числе по причине состояния ВСУ, которое оставляет желать лучшего. Если они не могут на своих алюминиевых лодках преодолеть определенные расстояния по морю, то о каких тогда перелетах над нашим полуостровом могут говорить на Украине? Крым – это Российская Федерация, и именно российские власти принимают решение, разрешать кому-то пролет или нет. Уж точно не Киев. А если по такому пойти пути, то Украина может стать вообще международным диспетчером и разрешать маневры над всеми другими странами. Саркастически прокомментировал слова Киева первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.